Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас обзор по тяжелому танку советскому, вот, 8-го левела, прем-танчик ИС-5. Вы такие многие, ой, какая дикуя, а что это за танк? Да, все правильно. Многие даже не знают про этот танк ничего, потому что в рендоме этих танков нет. А вот приобрести его можно за боны. Но почему-то его не покупают и не выкатывают в случайные бои. Давайте с вами разберемся, а нужен ли этот танк вообще в принципе в ангаре. И начнем мы, конечно же, с бронирования ИСа-5. Погнали! Итак, вот наш ИС-5, у нас щучий нос, чем-то похож корпус на объект 252У защитник, такой же задротая НЛД, ну и давайте по порядку. НЛД 189 снизу, 182 вверху, по краям 189 те же. Щучий нос ВЛД 265, здесь 290, 280 и, конечно же, ну, щучий нос для этого и сделан. Очень крепко. По корпусу ВЛД все замечательно. Здесь у нас рикошетные, люк мехвода 216. Вот. Касаемо НЛД, конечно же, дырявые. Все абсолютно вас сюда пробивают. А вот ВЛД уже хорошая. Теперь по башне. Самые ослабленные у нас места. У нас сферическая башня. Ближе к пушке вот в этих местах. 255, 240. Ну а дальше 350, 500, 600, 1000 там не пробить. Крепкая очень башня. Кругляшок вокруг орудия у нас 201. Да. Маска здесь она небольшая. Орудие по краям 270. 6, вверху там 700. Вот. Есть вот такая вот щелочка у нас прям под пушкой. В 201. Есть лючки у нас вот такие в 90 мм и 116. Сейчас мы дальше к ним вернемся. Борт у нас гнутый, фальшборд. 80, здесь 158. И при танковании от борта все у нас замечательно. Через каток не бьется, танкует хорошо. Но вот есть, подставляет, ну щеку, да, подставляет при танковании от борта щеку. Здесь какая-то щель вот все выскакивает, понять не могу, что это. Какая-то щелка есть. Но она маленькая, ладно. С борта танковать может, крепкий ВЛД, НЛД дырка, крепкая, очень крепкая башня, но возвращаясь к лючкам, 90 мм и 115, и они достаточно, особенно вот этот высокий лючок, и по сути этот танчик с близкой дистанции, да и со средней, тут много сейчас точных пушек, все этот танчик-то и убивает на самом деле, если он смог спрятать корпус, потому что, ну извините, ну что это такое. Так, с броней разобрались, от борта есть, от ВЛД есть, от башни есть, но люки полный кусок дерьма. Давайте посмотрим его орудие. У нас 122 миллиметровка Д-25ТА, 390 альфа, не альфа хорошая, 221 пробить на основном снаряде, шикарно, 270 на голде, 12,6 секунды заряжается пушка, долго, точности нету никакой, 0,46, сводится невероятно долго, ДПМ 1857. И вот даже не уходя дальше, сразу прям видны проблемы этого танка. И проблемы, во-первых, долго заряжается пушка. Ну, вы скажете, ну, зато альфа 390. Да, действительно. Но время сведения, когда выцеливаете, да, 3,2 секунды. Жесть. Точность 0,46 тоже жесть. Так что извините, по пушке уже. Плюс также на этой пушке нету УВМ. К ним мы сейчас дальше. До них доберемся. Давайте посмотрим полевую модернизацию. Во втором блоке ставим вездеходную ходовую. Притирку шестерни хоть как-то компенсировать время сведения, звукоизоляцию, защиту от фугасов. Во второй слот ставим мобильность, выбираем его под мобильность. По оборудованию. Сюда однозначно надо ставить стаб. Эта пушка без стаба просто кусок дерьмища. Это первое. Обязательно досл, чтобы быстрее заряжался. Ну и, конечно же, надо ставить закалку. Мы жертвуем подвижностью танка, не ставим сюда турбину. Но
Без стабилизатора это вообще не играбельное дерьмо. Вот. По снарядам. У нас подкол основной тип снаряда, летит 1400, скорость хорошая. Кумулятивный 820 уже такой себе, кумулятивный. Вот. По снаряжению ремку, аптечку, огнетушитель. Автоматически танчик часто горит. Вот, экипаж, 4 члена экипажа, перки вы сейчас видите перед собой. И вот дальше в продолжение орудия, да, то, что нужно для комфортной игры, мы смотрим наши УВН. Минус 7. Ой, вы скажете, это же не минус 5, не минус 6. Да, минимально комфортные есть, но все равно минус 7. Так что извините. По ХП 1760 нормально. По мобильности без турбины 42 вперед, 14 назад, 14 лошадей на тонну, удельная мощность, ну, такая средняя подвижность. По обзору у нас он, ну, просто мега слепой танк. 385 метров. Ну, танк ближнего боя, что мы хотели ожидать. По плюсам, минусам машины. Ну, танк среднего размера, не маленький, не большой, поэтому плюс-минусов здесь не назовем. По количеству ХП норма. По подвижности больше все-таки плюс. Если поставить турбину, он прям начнет носиться. По пушке нету УВН. Плохо. Очень долго сводится. Плохо. Это основные его минусы. По обзору все тоже плохо. Ладно, предлагаю уже отправляться на бой на нашем ИС-5. Сейчас нагнем рендом. Погнали. Так, ИС-5 у нас обзор боем. Советский тяжелый прем-танк, который можно, по-моему, сейчас получить. Я не знаю, за бон он есть. Вот, за голду точно, по-моему, можно купить. Вот. Странная машина. Как для меня. Сейчас затестим. Да. Все, едем. У нас честный бой. Щучий нос. Да. Сейчас будем тестить броню этого носа. Так, а у них тоже безешка есть, да? Так, этого ковырять голдой надо. Другана. Пока удар держим, в принципе-то. Не, нам китайцы не нужны. КВшник насрал. Так, еще. Так. Не пробил. Блин, какой же он крепкий, КВ-5, а? Вот, от Артына получал нормально. Все, отвоевался. Отвоевался КВ-5.
Хотел обойти, мне что ли, в борт покидать. В ангар. В ангар. Неудобно, он труп поставил. Готов. Да что ж ты такой крепкий-то, твою ж дивизию. Красер, ну-ка, сделай ему больно. Все, отлично. Это что такое? — 1800 урона. Ну мы крутые. Едем арту бить. Отсюда с прямым срала откуда-то. О. Так, 2200, 2400 суммы. Ну все. Крутой танк. Нет, на самом деле ничего крутого нету. Танковать от борта достаточно все равно. Хотя нет, держал удар, что я тоже говорю. Ну пушка долго сводится орудие. Очень долго. Очень долго сводится орудие. Так, что, светить-то он будет или нет? Я что-то не хочу на Су-130 ПМ ехать. Прям, ну, нет желания. Есть пробитие. Так, пробитие, да, оформили. Сейчас арта нам оформит. Не, ну ехать я что-то вперед вообще не хочу. О, итальянец нарисовался. Все, убили. — 44 светит. А, там шпак еще. Но это я в ангар сейчас поеду. Да, еще арта, все, это ангар, ребят. Да. Шпак, шпак, шпак. Ладно. Сумма 2700 дали, сейчас посмотрим. 2800. Что у нас там по фарму будет? Я надеюсь, наши дозатащат. Что-то я про шпака и забыл. Увидел, сушка отлетела, а шпак. Серьезный гражданин. Сейчас еще и бой затащит. Ага. Целил. И уже все. Слушайте, мы можем. Как бы это смешно не казалось, хп-то у них шпак фуловый. Итальянец фуловый.
Ну, сейчас китайцы в ангар поедем, наверное. Да, шпак. Как стоял, так и стоит тут в кустах. О! Как стоял, тут так и стоит. Я говорю, не факт, что мы еще выиграли. У нас, конечно, 3 арты, это круто, но... Блин, Т-34, ты только так не упарывайся сильно. Лучше обойди вокруг. Все, итальяшка отсох, это хорошо. Победа, ладно. Ладно, что по нашему ИСу-5? Ну, в рендоме, видите, этих танков нету. И нету их по той простой причине, что очень слабое орудие. По сведению некомфортно. И подвижность у него галимая, и броня посредственная. Ну как, есть броня? Не, почему? Ну, не знаю. Я не стал бы его брать в ангар за голду. Я не помню, как он у меня оказался. По-моему, он у меня за Бона оказался давно-давно. 159 тысяч. Третье место по урону. Хорошо. Выкинем 80 тысяч. То, что начислено было. Ну, мы тут голды нормально газанули, да? 80. Мы в минус бы ушли, да? Не, ну 26 тысяч у нас плюсом. 60. 1020 бы мы на нем нафармили. Ну, пришлось голдой стрелять. Да, КВ-5 заставил. Как по мне, неинтересная сильно машина. Можно, конечно, но зачем, когда есть другие? Вот, ребят, пишите свои комментарии, как вам ИС-5. Я ему по 5-бальной системе больше, чем 3 с маленьким плюсом не поставлю. Вот, считаю, что нафиг он в ангаре не нужен. А можно другие танки катать, время свое тратить. Дело даже не в деньгах, дело во времени, которое мы проводим в танках. И выкатывать на хромом танке, зачем это надо, когда есть другие. Вот мое видение такое. Так что ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.